физиогномический анализ лица Илона Маска. Поехали. Вы знаете, Илон Маск настолько широко известен и мега популярен во всем мире, что вот только ленивый, вот только очень сильно ленивый человек до сих пор не сделал анализ его лица и не вник в психологию особенностей его личности. Вот я тот самый ленивый физиогномист, которая ходила, думала, страдала. И если бы не вы, мои подписчики, которые меня спрашивают, а лицо Маска разобрать можете? А лицо Маска будет? А вы уже разбирали лицо Маска? И я уже такая чувствую, что мне как-то неудобно говорить, что нет, лицо Маска я не разбирала. Это делал мой преподаватель когда-то очень давно, года 4, давно. Вот. И я такая думаю, да ну, про Маска же все знают. Хотя, я бы сказала так, мы видим в человеке свои какие-то характеристики и воспринимаем его, как и себя можем воспринимать, через призму чужих мнений. Это возможно, и это очень распространено. Поэтому, когда мне уже вот буквально недавно сказали, когда будет Маск, я говорю, будет. И я пообещала своей аудитории, я пообещала позавчера в прямом эфире, что мы сделаем физиогномический разбор этого человека вместе с вами. Давайте сразу оставим в стороне то, чем он занимается, и представим, что мы его вообще не знаем. Вот мы его не знаем. Мы просто видим фотографии. Я как физиогномист, не знаю, 99,5% своих клиентов я не знаю. Это не мои друзья, это вообще посторонние люди, которые пришли, заказали физиогномический портрет, и я ничего о человеке не знаю, кроме имени, иногда фамилии. Ну, потому что мне платят деньги, я вижу, от кого приходят, да. Я не знаю ничего, ни род деятельности. Если нет какого-то конкретного запроса, который обычно клиенты озвучивают непосредственно на консультации, когда мы уже разбираем детали, да, когда я рассказываю, описываю лицо, описываю характеристики, то обычно я ничего не знаю. То есть у меня вот такое мнение изначально безоценочное. Вот. Там есть такое слово, но я его не помню. Непредвзятое, вот, непредвзятое. Так вот, давайте представим себе, что мы вообще не знаем, что Илон Маск у нас уже триллиардер. То есть по последним данным он уже не миллиардер, он триллиардер. Он занимает давным-давно первое место в рейтинге Forbes. Он оставил за собой, за своей спиной Джеффа Безоса, хозяина Амазона, да, вот. И, собственно, у него очень большой отрыв от второго места. Там сейчас участники Google занимают его второе, третье место, Безос на четвертом. Вот, давайте мы не будем думать о том, там, сколько раз Маск был женат, как он вырос, его биография. Мы просто смотрим на его фотографии и просто идем чисто по качественным характеристикам. Итак, поехали. Первая характеристика. То, что бросается в глаза сразу, и это бросалось всегда, это его высокий лоб, высоченный лоб. Его лоб занимает в пропорции от лица, потому что в физиогномике мы рассматриваем не только форму и размеры, да, лицевых маркеров, но и пропорции. По пропорциям к общему размеру лица лоб занимает приблизительно 40%. Это очень высокий лоб, и такие лбы говорят о том, что его хозяин обладает очень мощным интеллектом, очень мощным интеллектуальным потенциалом. Смотрите, сегодня я бы хотела затронуть не только физиогномический аспект, но и психологический аспект. Поэтому с точки зрения физиогномики мы с вами будем разбирать характеристики, а с точки зрения психологии мы посмотрим, каким образом эти характеристики отыгрывают себя в его жизни, в реальной деятельности, в том, чем он занимается, как его характеристики проявляются в его деятельности. Итак, высоченный лоб. Плюс у него очень развиты эвристические бугры, вот эти, зона эвристики. Высоченный лоб – это сумасшедший интеллектуальный потенциал. Это мозг, который не знает просто покоя, он постоянно работает. Это алгоритмичность, это построение причинно-следственной связи, это математическая логика. И это все сидит в одной черепной коробке. С одной стороны, он может давать потрясающие возможности, кучу идей, какие-то принципиально новые взгляды, какие-то принципиально новые мысли. С другой стороны, это море страхов, это огромное количество, такое же, да, на другой чашке весов, такое же количество сомнений, такое же количество разнообразной неуверенности в себе, неуверенности в том, что я делаю. То есть ему нужно, он постоянно балансирует между этим, и эта работа дается ему с большим трудом, я вам хочу сказать. Потому что если мы посмотрим историю психологии, Илон Маск
не могу сказать, что с юного возраста, лет с 18, приблизительно 20, переживает бесконечный экзистенциальный кризис. Экзистенциальный кризис. Что это такое? Это когда у него идет постоянный поиск в голове ответов на вопрос: кто я? Зачем я живу? В чем моя ценность? В чем ценность моей жизни? Что я вообще делаю для этого мира? И вот это бесконечно крутится в его большом объемном мозге, в его лбе. Вот. Естественно, он ищет ответы на свои вопросы через реализацию вот этих идей, которые роятся у него в голове. В результате этого, давайте посмотрим вот на эту фотографию. Я нашла фотку, они есть в интернете. У него около 20 лет там произошло облысение. То есть у него начался в результате активной мозговой деятельности, у него начался процесс полысения. Вот эта вот часть головы, волосы отсюда начали уходить. Но представьте, когда здесь все время идут мыслительные процессы. Это абсолютно нормальная ситуация, когда идет рационализирование всего. А он очень рациональный, он сверхрациональный. И он мыслит, у него очень четкая, жесткая логика. Вот. Поэтому через время он себе волосы пересадил. Там официальные источники говорят о том, что он никогда этого не подтверждал, но он себе сделал пересадку волос для того, чтобы иметь симпатичный вид, скажем так. Я не буду даваться в оценки, но в новом видео мне нравится больше, честно говоря. Так вот, у него, вернемся к эвристическим буграм, вот этим вот частям лба. Насколько они выпуклые, обратите внимание. Это говорит о том, что он способен смотреть на проблему, выходя за рамки стандартных решений, далеко выходя за рамки стандартных решений. У него нестандартный взгляд на решение проблем. Это потрясающий талант, это невероятный талант, и он им пользуется. Он им пользуется, потому что решение его вопросов, насколько, вот обратите внимание, насколько отличается оригинальностью, уникальностью, новаторством. Кто до него был такой же? Вы кого-то знаете? Я никого не знаю. Но Маск продолжает удивлять весь мир своими идеями, своими технологическими какими-то новшествами. И смотрите, его экзистенциальный кризис, заставляющий его искать ценность, вот подтверждение ценности его жизни, цель, бесконечно пересматривать цель своей жизни, он его заставляет что-то делать. И он постоянно что-то совершенствует, делает что-то во благо человечества в масштабах мира. То, как мы это воспринимаем и как это подается, это уже другой вопрос. Но он работает на созидание. И его эвристические способности ему в этом очень сильно помогают. Если мы вернемся к вопросу про Эпштейна, чей разбор лица я вот здесь вот сделала, то характеристики Эпштейна тоже были неплохие, они были хорошие. Но вопрос, по какому пути идет хозяин, обладающий такими шикарными характеристиками, таким шикарным потенциалом? По какому пути? По пути созидания или по пути разрушения? По пути разрушения себя и мира или по пути созидания себя и мира? Вот. То есть по поводу интеллекта Маска поняли. Все очень очевидно. Он использует вот эту махину, которая живет у него во лбу, в высоком его лбе, он использует на полную катушку. Хотя, вы знаете, у меня есть такое подозрение, что еще не весь потенциал он использует. Вот. Далее, что касается бровей, тоже обратите внимание, на кончиках брови немножко хорошо посидели. Во-первых, опять-таки, это усиление работы головного мозга, непрекращающаяся просто активность. И второе, люди для него, это такой маркер, который говорит о том, что люди для него это ресурс. Ресурс для достижения его целей. У него есть цель, он к ним идет. А люди – ресурс, который он юзает. Да. И, кстати, юзает очень даже беспощадно достаточно. Так, давайте дальше. Обращаем внимание на его глаза. Тоже давайте вернемся вот к этой фотографии. У него в молодости глаза были более раскрытые, более широкие. Но уже прослеживаются воспаленные слегка веки, потому что он много работал. Вот. А сейчас у него глаза полуприкрытые такие. Вот чтобы вы не посмотрели, какие бы вы не посмотрели фотографии или видео, он разговаривает, ощущение, что он такой немного сонный. Немного такой сонный. У него на самом деле опустилось верхнее веко. Это говорит о том, что он фильтрует восприятие мира. Он не смотрит на мир, не воспринимает его таким, какой он есть на самом деле. Он его воспринимает так, как хочет. То есть это избирательное восприятие. Вот я хочу видеть мир таким. Ужасные мешки под глазами говорят о сумасшедшей усталости, потому что он устал, а привык работать на износ. Он привык работать на износ. К этому же моменту относятся вот эти части от уголков губ, обратите внимание, вот это место, сильно съехавшее, проваленное, здесь периодически, там в разных периодах у него было, прямо висящие мешки, это тяговые желваки, висящие вот эти вот мешки. Это треугольная мышца депрессор,
которая накачана бесконечной работой. Он пашет как волк, как у нас говорят. Просто. Мой преподаватель очень интересно выразился. Он осуществляет работу марафонца. Да? Марафонская дистанция – это длинная дистанция, по которой бегут размеренно, но со скоростью спринтера. Это не моя фраза, она принадлежит Александру Иванову, да, но имеет место быть. Вот я рассматривала со всех сторон, и я со своим преподавателем не могу не согласиться. Со скоростью спринтера он несется как марафонец на марафонскую дистанцию. И поэтому большие усилия, работа в бесконечном стрессе заставила его накачать вот эти вот мышцы, которые называются тяговыми желваками. То есть это человек, который не просто не боится тяжелой и длительной работы, он ее сам себе создает, сам себя в нее загоняет, жертвуя здесь и сейчас во имя будущего, потому что у него же перед глазами стоит картинка будущего, у него уже цели есть, к которым надо дойти побыстрее. Вот этот момент, почему он так спешит, почему у него такие объемы идут, он хочет побыстрее, чтобы успеть в этой жизни что-то сделать. Опять дает о себе знать его экзистенциальный кризис. Далее. Я говорила о том, что зона лба у него занимает по пропорции где-то 40%, 40% у него занимает где-то плюс-минус средняя часть лица, то есть зона разведки, зона изучения, исследования. Ну, по-другому она еще называется зона контакта, но по большому счету между верхней губой и бровями это зона исследования, зона разведки. Он развивает направления разные. Он смотрит, где, что он может сделать. Нижняя челюсть занимает около 20% пропорций. Она у него не мощная. Я не могу сказать, что она слабая. Нет, она не слабая. Но она у него не отличается особой мощностью. Поэтому стрессы он переживает сложно. Как он с ними справляется, это вы можете почитать в интернете. Мы не будем сегодня об этом говорить. У него есть свои методы, да, как он справляется со стрессами. Но ему они даются сложно. Я не могу сказать, что он тревожный. Нет. Там скорее что-то другое. Но говорить о какой-то сверхстрессоустойчивости нет. Он бы хотел оказывать давление на внешние обстоятельства, но он делает это не с помощью челюсти, не с помощью действий, а с помощью результатов работы своего интеллекта, своего сверхмощного интеллекта. Вот так вот. Форма носа, давайте посмотрим на фотографию в профиль. Форма носа – это классическая форма администратора, управленца. Вот он отличный управленец. Просто разница заключается в том, что он придумал идею и раздал задачи на выполнение, вот, а классические обычные управленцы, не имеющие его талантов, они берут чью-то идею и распределяют работу над этой идеей между другими людьми. То есть вот вам, пожалуйста, администрирование. Вот он чудесный администратор. По большому счету он им является, причем во всех своих бизнесах и во всех своих проектах. Вот. Обратите внимание, я смотрела в динамике, но есть фотографии, где у него выпечена нижняя губа. Выпечена нижняя губа. Вот так вот. Это поиск. Это продолжение отголосков того кризиса, который он переживает. Это поиск ответа на свои вопросы. Чем я могу быть полезен? Зачем я живу? В чем цель моей жизни? Чем я могу быть полезен? В каких направлениях я могу себя еще реализовать? А что еще есть? А куда еще можно вткнуться? Вот. Это его нижняя губа, которая направлена на поиск. Вот. Далее я хочу заметить, переносица у него широкая. Вот я мать двоих детей, я очень многозадачная. Обратите внимание, он не занимается одним проектом, да, и не сидит в этом проекте, внутри этого проекта все время. У него 3 главных основных проекта, и это еще не все. Потому что у него большой род, не самый большой, но род у него говорит о его амбициях. И я не удивлюсь, если скоро мы узнаем про какое-нибудь новое направление в его деятельности. При этом он не бросает все остальные и развивает каждое из них. Это тоже, кстати, нужно уметь. Вот. Еще я немножко освежила биографию, на сегодня Илона Маска и обнаружила, что у него 14 детей. Для меня это было удивительно, как для физиогномиста. Для меня это было удивительно, потому что у него брови не широкие и не густые. А вы помните, да, что широкие и густые брови у нас говорят об очень мощном, очень сильном сексуальном темпераменте и необходимости его реализовывать. Когда я немножечко подчитала, откуда все эти дети, оказалось, что с помощью естественного пути зачатия там появились только треть. Все остальные были рождены в результате медицинских разнообразных, да, медицинского прогресса, так сказать. То есть детей много, но это не значит, что человек хочет, да, реализовывать свой сексуальный потенциал в большом количестве, часто и интенсивно. Нет, вот у него, если на лице этого нет, то и в жизни его и нет. То есть у него даже и женщин было не очень много, там раз-два я считался. Вот, по большому счету. Знаете, как меня удовлетворяет моя работа. Я на работе.
себя реализовываю. Это его ситуация полностью. Вот. Итого, давайте соберем в целом, забыли, что это Илон Маск, человек с сумасшедшим интеллектуальным потенциалом, способный неординарным, экстраординарным способом искать и находить решение определенных задач, экстраординарным, выходить за рамки всех систем и привычных взглядов. Человек, который способен очень много работать, и у него наработана прямо характеристика, прямо наработан этот навык много работать, еще и других эксплуатировать. Далее, хороший, отличный администратор, большие амбиции, что еще, что забыли. Вот, и избирательное мировоззрение, мировосприятие избирательное. То есть вот этот весь букет идет в данный момент, можно сказать, на созидательные цели в масштабах мира. И это, конечно, восхищает. То есть если смотреть с психологического аспекта, он благополучно реализует те характеристики, которые заложены в нем от природы. Ну, за исключением того, что он добавил себе немножечко волос. Вот. Хорошо, что у нас есть старые фотографии, потому что это было бы, по меньшей мере, странно, вызывало бы вопросы. Итак, я надеюсь, что вам понравился мой сегодняшний разбор Илона Маска. Вы его все знаете, кто-то им восхищается, кто-то любит, кто-то недоумевает от того, что он чудит. Ну, самый богатый человек на планете, он думает, что ему все можно. Вот. Я Лизавета Царькова-Голофаст, физиогномист, тренер по гимнастике для лица. Я читаю лица и составляю психологические портреты личности, консультирую индивидуально пары по поводу детей, будущего детей. Есть у меня там в списке видео варианты на тему, как талант ребенка может проявляться в его реальной жизни. И вопрос родителей – это как поддержать этого ребенка правильно, да, не зарубать его таланты на полпути. Вот, я веду этот канал для того, чтобы делиться с вами знаниями физиогномики. Я разбираю скандальные личности мирового масштаба или локального, например, как вот я разбирала испанского политика. По средам я даю материал на тему техники естественного омоложения. Пожалуйста, девушки, отслеживайте там, где в майке, это про фейсбилдинг или что-то про красоту лица. Вот. И также я хожу на свидания с испанскими мужчинами и делюсь опытом, как я сканирую их лица и как наблюдаю за их поведением, да, что они потом мне показывают, какой они мне устраивают цирк на проволоке. Вот, поэтому делитесь, пожалуйста, моим каналом. У вас есть возможность потреблять эти знания бесплатно, вы можете меня поддержать. У меня есть прямые трансляции, стримы парные и прогулочные. Подписывайтесь на меня и давайте будем вместе в этой теме. Спасибо вам большое за ваше внимание. Всех обняла.